Ребята, всем огромный привет! Сегодня прекрасное ароматное утро. Я не могла понять, почему оно ароматное. Ну, потому что у нас есть здесь пениф, который все еще цветет. Как же вам его показать? Надо его отсюда извлечь и поближе рассмотреть. И, в общем-то, я захожу, а здесь на солнышке такие ароматы. А чем я занимаюсь, я вам сейчас покажу и расскажу. Думаю, вам будет это интересно, и мы с вами порассуждаем на тему добавления кока-чипсов верхним слоем на грунт орхидеи. Но сначала пениф. Сначала этот прекрасный пениф, который, оказывается, еще умеет так вкусно ароматить. Ребята, посмотрите. Немножко я неправильно по отношению к источнику света окна расположилась, но в принципе вы все видите. Он у меня еще в своем контейнере от садовника. Ой-ой, нам скоро надо будет поливаться. И скоро нам надо будет пересаживаться, потому что корни уже не помещаются. Видите, что творится? Люблю я эти моменты, когда прекрасные корни начинают шалить. А корни у пенифа вот такие красавцы. Девочки, мальчики, посмотрите на эту роскошь. Я все никак не могу его вам показать во всей красе. Что-то он тут понадоращивал, да, и он продолжает доращивать, видите? Слушайте, это какой-то неугомонный цветун. Он очень долго держит свои плотные восковые цветы. Это правда? Он очень долго цветет. Чем выше становится температура, чем в помещении, где он выращивается, тем он немного теряет в окрасе. Но вообще он прекрасен. Он прекрасен. Конечно, в более прохладное время он у нас поярче. Поярче. Многие жалуются, у меня какой-то пениф, говорят, не такой, не яркий. Девочки, это потому, что, видимо, у вас слишком тепло. Когда вы снизите температуру содержания, он будет у вас поярче. А когда вот теплее становится, у него вот больше проступает светлый пигмент. Ну, так происходит практически у всех орхидей. Здесь у меня, смотрите, что вытворяет пират, пикот. Видите? Загинает цветонос, ищет источник света и продолжает цвести. Здесь уже попадали цветочки, а он продолжает. Я знаю, у многих бабочки, у меня бабочки нет, у меня классическая версия. Ой, и здесь красота. Ну, про Magic Art я вообще промолчу. Сегодня сняла вот здесь цветочек, который отсох. Ну, он просто... Ой, он у меня привязан. Он привязан, потому что он гигантский, и его прекрасные цветы. Ха-ха-ха. Как же вам их показать, ребят? А вот так я вам их покажу. Смотрите. Две ветки прекраснейших цветов. Конечно, надо бы его развернуть в комнату, чтобы смотреть на него. Но я понимаю, что ему очень нравится смотреть в окно. Представляете, какая-то мощь и красота. Также цветет моя белая орхидея. Снежинка мы ее называем. Ой, я здесь хожу под ее шапками цветов, но периодически она уже прощается со своим цветением. Но красота, красота. Я вот так вам покажу. И пытается она еще дорастить кончики. Посмотрите, какой у нас сегодня ураган. Просто ужас. Так, ребят, ну и что я здесь делаю? Вы скажите, давай по сути, давай по сути. В общем-то, я хочу у многих из орхидей, у кого я выкладывала раньше мох на поверхность, вот как здесь, видите?
он становится такой сухой, и мне неприятно и наблюдать это, и мне кажется, орхидеи не сильно комфортно вот эта шапка из мха, и засаливается он тоже быстро. В общем, я сейчас постепенно, кстати, эта орхидея решила разбудить почку и дать цветонос. Я решила, что я сейчас не сразу, а постепенно буду подсыпать верхний уровень, вот сюда, наверх посадки, буду подсыпать кока-чипсы. Я искала, была в поисках кока-чипсов, и по случайности, по счастливой случайности, у нас на рынке я нашла вот такой брикет с неплохими, девочки, я их размочила, они постояли в водичке. Мне кажется, вариант неплохой, не самый худший. Вот такие вот кока-чипсы. Это производитель Агро-Рио, pH от 6 до 7, и написано, что где-то я читала, что... я читала в интернете, что здесь используется экологическое сырье. Поэтому брикет у меня здесь на полкилограмма. Есть брикеты большего объема и массы. Я отламываю кусочек и размачиваю в водичке. И получается вот так. И потом я просто просыпаю поверху субстрата. Кто же этот счастливчик, который получит сейчас эту вкусноту поверх субстрата? И для чего я это делаю? Счастливчик этот Юкидан фаленопсис. Посмотрите, какой он красавец. Это его первое цветение в размере 2,5. Он ко мне приехал. Это невероятный красавец. Невероятный. Он перевешивает своим цветоносом масса цветоноса больше, чем масса горшка с корнями и с листьями. Понимаете? И он так и норовит у меня упасть. Но я стараюсь его, подвязываю на стеллаже. Стараюсь, чтобы он не упал. Это представьте себе первое цветение. Вау-вау. Здесь был у него бутон. Я неосторожно с ним повела себя и обломила. Еще на стадии формирования. Но все равно у меня сейчас вот такие 6 больших крупных цветов белоснежных. В общем, Юкидан тоже попадает под эту акцию. Я здесь вижу, у него, конечно, грядут времена, когда он будет пересажен со временем, потому что с его огромной листвой и корневой массой ему нужен больший вазон, конечно же. Вот так я укладываю поверх грунта. Не сильно стараюсь к шейке приближаться растения. Ну, уже как получится. И вот это действие, оно влечет за собой, я надеюсь, только хорошие последствия. Чипсы впитывают влагу, он быстро пересыхает. Верхние корни в жару у нас в квартирах тоже начинают быстро сохнуть. И нужно создать влагу на поверхности горшочка. И тогда даже будут выманиваться корешки из верхнего уровня. Мы часто жалуемся, что корни орхидея растит в нижнем ярусе, там, где и влажно, и хорошо, а корни сверху не желает растить. А если и растит, то они быстро усыхают. Ну, я думаю, что вот это будет хорошим вариантом в летние жаркие дни. Так, сейчас я отправлю на стеллаж эту красоту и закреплю ее на стеллаже. Вау, красавец. Вот так это смотрится. У меня здесь специальное приспособление. И вот здесь он в безопасности. Еще доцветают Вулукейшн или Вудукейшн. Вулу. Все-таки Вулукейшн доцветает. Доцветает Биглип Hot Kiss.
Здесь у меня тоже уже заканчивают цветение орхидеи. Каменная роза. Еще 2 цветочка держит. У кого, ребята, еще каменная роза цветет? У меня осталось 2 цветочка. Любуюсь до следующего сезона. Красота. Бабочка кимоно еще цветет. Такая вот красавица. И умница Тоши. Умница Тоши, но немножко он как-то верхнюю сепалию тут крутит. Но вообще красавчик. Ну и вот это... Ой, я даже забыла, как ее звать. Тамара. Тамара Пилор. У Тамары сейчас идет работа. Она растит детку. Эта детка после цитокининовой пасты, вот уже начался рост корней. И еще осенью я помазала почку, и вот только сейчас, весной, она начала ее растить. Так, покажу вам нашего Патрика. У него уже вот такой вот он выцвел. Цветок стал менее яркий, посмотрите. Видите, практически белый. Конечно, это минус, как по моим наблюдениям. Хотелось бы, чтобы он держал цвет дольше. А он, каков бы он ни был прекрасным, каким прекрасным бы он ни был, он, конечно, вот так вот выцветает. Но все еще цветет. Все еще цветет. Это уже несколько месяцев он в цвету находится. Патрик. Все у него там более-менее в порядке. Вы помните, что он у меня проблемный, уценочный. Ну, растит корни. Еще не пересаживала. Давайте с той стороны глянем. Там где-то тоже начался корневой рост. Видите? Появились корешки. В общем, такая красота. И хочу вам показать пару пилориков, которые доцветают. Кот-воробей пилорик. И рядом с ним пилор кимоно. Тоже радует. Такая вот красота. Тоже еще не пересаженные. Сидят в мхе. Виктория Лейс начинает отцветать. Желтеют листья, что-то ей не подходит. Но она уже отцветает. Видите? Корни она не спешит растить. Я наблюдаю за ней. Наблюдаю. Ну, вот такой вот вид у нее был по приезду. Такой вид у нее и остался. Вот такая вот красивая бабочка, но с характером. Вы знаете, я все-таки рада, что она у меня есть. Я полюбовалась, и все-таки я сейчас ее отставлю и обрежу ей цветонос. Хватит, хватит, надо просыпаться. Так, сейчас я хочу еще красавцу пенифу досыпать тоже сверху слегка кука-чипсов. И покажу вам сейчас недавно раскрывшийся биглип, который я покупала с большой охотой. Мне нравится. Мне очень хотелось этот биглип. Очень, прям очень-очень. Я знаю, что он умеет так красиво цвести. Так, я думаю, что ему хватит этих чипсов. И он будет счастлив. Ой, этот корешок просто вау. И он будет счастлив. Сейчас мы посмотрим с вами на наш биглип. Очень-очень интересный. Очень замечательный. Так, свет я хотела включить, но я пока не буду этого делать. Здесь еще солнышко. Смотрите. Помните, он приехал ко мне обмороженный. Обмороженный, несчастный, в отеках. Я вообще не думала, что что-то выйдет. Но он дал новый лист. Вернее, лист был. Я переживала, что точка роста, видите, там прям чернота вот в самом основании листа. Ну, топсином обрабатывала.
И более или менее наша картина улучшилась. Даже начался рост корней. Вот и сейчас есть активные кончики. И смотрите, кто это. Он просто невероятный. Он просто невероятный. И вот даже на одной сепалии есть ложка черничного варенья. Вот так он выглядит. На 2 цветоноса в юном возрасте, первое цветение, уже 2 цветоноса. Тоже пару бутончиков я ему нечаянно сломала. Так было бы больше. По-моему, вот здесь бутон был. Да, так было бы здесь 4 цветочка, так же, как и здесь 4. Значит, я сломала 1 бутон. Вот они на пару с юкиданом. Красавцы, ребят. Видите? Он небольшой цветок. Видимо, потому что это первое цветение, вероятно, поэтому мне нравится, как у него заходят друг на друга его петалии. Вот так, как, знаете, как закрываются. И это придает ему круглую форму, самому цветку. Посмотрите на эту панду. Она невероятная. Ой, извини, Юкидан. Она невероятная. Я очень хотела. И мне шепнули, что в одной из групп есть эта орхидея. Я заказала, но, к сожалению, вот так случилось в дороге. Либо по пути к продавцу, либо уже по пути ко мне. Но мне кажется, что отеки уже были. И я же выбирала теплое окошко. Хотя кто знает, ребят. Главное, что он жив. Что уже вспоминать? У меня просто были плохие впечатления от посылки, так как я не давала никаких гарантий визуально на это растение. Но, слава богу, все нормально. Пьет хорошо, просыхает быстро. Вот сейчас тоже уже серые корни, уже сухой мох. Я к нему, ну, мох еще не совсем сухой, он такой влажноватый. Я к нему чаще, чем к остальным, подхожу с леечкой, потому что он любит попить, особенно когда он в цвету. Но я вам рекомендую, мне кажется, он не должен быть проблемным. Позже, когда он отцветет, я его пересажу, разберем ему корневую. Мне кажется, что он не будет реагировать как-то болезненно на пересадку. Мне так кажется. Он уже пережил в своей жизни много отрицательных эмоций и остался жив. Поэтому пересадка для него должна быть, ну, не составит для него каких-то трудностей. Ну и для меня тоже. Вот такая красота. Я вам хотела эту красоту белоснежную показать. Вы знаете, я сейчас, когда смотрю в солнечный день на белые орхидеи, я понимаю тех любителей орхидей, которые коллекционируют и собирают у себя только светлые тона. И даже есть те, кто собирает только белые орхидеи. Я понимаю. Это такая нежность, это такая чистота, это такое великолепие. Посмотрите, да? Эти букеты. Ну, конечно же, это тоже прекрасно. Вот, кстати, Hot-Kiss, в отличие от остальных биглипов, он, конечно, вредина. И в плане пересадки я даже побоялась его сильно тормошить, когда он приехал, а надо было дать ему больше горшок. И я прям вот с таким муховым стаканчиком его туда поместила в горшок и просто обложила корой. Это затрудняет мне полив, потому что я абсолютно не могу понять, что там происходит. Может быть, когда он отцветет, я решусь и проверим с вами, что там с корнями. Хотя это, может быть, какую-то часть мха от шеи уберем, снимем и больше коры положим. Там он обложен крупными кусками коры. Но он просто великолепен, да? Переливается. Это азиатский Hot-Kiss.
европейский у меня не выжил, сильно болел. Это тоже панда азиатская, азиатская панда. Вы знаете, я когда смотрю на эти орхидеи наши любимые, я начинаю уже скучать, потому что помню этот период, сентябрь, октябрь. Даже уже даже с августа начиная, когда они все отцветают, нам не хватает вот этой роскоши. И, конечно же, вот смотрите, ну, роскошь. Хоть и выцвела роскошь, но это роскошь. И хочется, конечно, мы любуемся корешками, мы любуемся листиками новыми. Ну вот это, конечно, супер, супер. Все, друзья мои, всех обнимаю. Всем мира и добра. На этой оптимистичной ноте хочу с вами попрощаться, пожелать вам всего самого-самого наилучшего. Расскажите, какие белые орхидеи есть у вас и как вы относитесь к тому, что по мнению многих цветоводов белая орхидея является простой в уходе. Я, конечно, так бы не сказала, потому что у меня есть белая орхидея, моя первая белая орхидея, которая, знаете, неохотно отзывается на мой уход. Всех обнимаю, всем мира и добра, всем пока-пока. До новых встреч, до встреч в комментариях.